Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем осьминога настроения. Я его увидела в интернете, вот такого. Для осьминога я выбрала вот такие вот цвета. Так как я не буду делать злого, я буду делать грустного, поэтому я выбрала розовый и салатовый. Салатовый у меня будет веселый, этот цвет у меня будет грустный. Глазки на безопасном креплении у меня 15 миллиметров. Можно глазки связать. Я думаю, будет это лучший вариант, потому что все-таки вот эти вот будут мешать, выпирать. Иногда могут ножки, поэтому лучше связать. Но я пока именно использую на безопасном креплении. Вот. Но все-таки я советую связать глазки. Дальше немножко нам понадобится немного синтепона. Вязать буду я крючком 2,5. Ну, естественно, ножнички нам и иголка для сшивания. Для начала набираем в кольцо 12 столбиков с накидом. Я делаю 2 воздушные петли, которые не считаю. И дальше 12 столбиков с накидом. Стягиваем колечко и делаем соединительный столбик с первым столбиком. То есть 2 воздушные петли мы пропускаем, их не считаем. И в первый столбик именно делаем соединительный. Далее второй ряд. 2 воздушные петли подъема. Опять же, мы их не считаем. В процессе мы их не считаем. И делаем столбик, 2, вернее, столбика в эту же петлю, откуда у нас воздушные петли. Раз, 2 столбика с накидом. И так по кругу мы делаем прибавки, 12 прибавок подряд. В каждый столбик по 2 столбика с накидом. И во втором ряду у нас будет 24 столбика. Провязали соединительный столбик с первым столбиком, с верхушкой первого столбика. Третий ряд. 2 воздушные петли подъема. В третьем ряду у нас будет столбик и прибавка. Повторим это 12 раз. Итак, я в первый столбик, откуда воздушная петля, провяжу прибавку. Я начну с прибавки. Прибавка. Дальше столбик. Прибавка. И столбик 1. Итак, повторяем 12 раз. Провязали. Делаем соединительный столбик с первым столбиком. И в третьем ряду у нас 36 столбиков. Далее четвертый ряд. Опять 2 воздушные петли подъема. И сюда же провязываем 1 столбик. Дальше у нас 2 столбика и прибавка. Первый провязали, второй и в третий мы делаем прибавку. За счет того, что я в предыдущем ряду начала вязание с прибавки, у меня уже этот ряд получается со смещением прибавки. 2 столбика, прибавка. Раз, 2 и прибавка. И так повторяем 12 раз. И в ряду в четвертом 48 столбиков. Делаем в конце соединительный столбик с первым столбиком. Пятый ряд. 3 столбика и прибавка. 2 воздушные петли. В этот же столбик, в первый столбик я провяжу прибавку. Начну с прибавки. И дальше 3 столбика. Тем самым точно так же у нас получается прибавки получаются со смещением. Можно и так вязать прибавки. Каждый ряд сначала начинать с прибавки, потом со столбиков. И получается прибавка не над прибавками, а как бы смещается, соответственно, и круг получается такой более ровней. В пятом ряду, значит, у нас 3 столбика и прибавка. Повторяем 12 раз. И в ряду у нас 60 столбиков. Ну и шестой ряд. Последний ряд с прибавками. 2 воздушные петли подъема. И вяжем 4 столбика и прибавка. Повторяем 12 раз.
И в ряду у нас 72 столбика. Итак, провязали. Теперь нам надо провязать 7 рядов без изменений, 72 столбика, которые получились у нас в этом ряду. Вяжем 7 рядов без изменений столбиками с накидом. Так, провязали 7 рядов, это у нас был 13 ряд. 14 ряд вяжем убавки. Вяжем 4 столбика и убавка, повторяем 12 раз. 2, 3, 4 столбика с накидом и убавка. Провязываем накид раз, второй столбик, провязываем накид и все петелечки на крючке. Раз, 2, 3, 4 столбика и убавка. Провязываем сначала накид, второй столбик, провязываем накид и все петелечки на крючке. И в 14 ряду у нас останется 60 столбиков. 15 ряд, 3 столбика и убавка, повторяем 12 раз тоже. И в ряду у нас останется 48 столбиков. Раз, 2, 3 столбика с накидом и убавка. И все петелечки на крючке. 16 ряд, 2 столбика и убавка, повторяем 12 раз. И в ряду у нас останется 36 столбиков. Раз, 2 столбика с накидом и убавка. Теперь 17 ряд. 2 столбика и прибавка, повторяем 12 раз. И в ряду у нас 48 столбиков. 2 столбика и прибавка. Провязали. Теперь мы будем делать щупальца сразу. Конечно, их можно вязать отдельно, потом пришивать, но я решила попробовать именно не отдельно ничего не пришивая, а все вязать одним целым. И вот что получилось в итоге. Вот. Значит, набираем 15 воздушных петель. Сразу, как только мы закончили ряд, присоединились и сразу набираем 15 воздушных петель. Итак, я набираю 15 воздушных петель. Вот. Если вам не нравится количество петель, вы можете увеличить на 1-2 петли, либо уменьшить на 1-2 петли. От этого щупальца сильно не пострадают, размер не сильно будет так заметен. Итак, во вторую петлю от крючка мы провязываем 3 столбика без накида и по цепочке будем спускаться. У меня получается 13 столбиков без накида по цепочке. Провязали 13 столбиков, получилось без накида. Вот это мы провязали в первый, получается, столбик, воздушную петлю. Вот этот столбик мы уже не трогаем, потому что в ней воздушные петли. И начиная со следующего столбика мы вяжем 6 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. И опять набираем 15 воздушных петель. Провязали 15 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка мы провяжем 3 столбика без накида. 3. И дальше по цепочке мы спускаемся вниз. В каждую петелечку провязываем по одному столбику без накида. Их у нас должно быть 13. Именно провязывайте за долечку одну
цепочке. Провязали. Вот, и видим, да, вот она, наш столбик, с которого у нас начались воздушные петли. Он у нас провязан. И начиная со следующего столбика мы опять вяжем 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. Провязали. И опять набираем 15 воздушных петель. И так по кругу мы провяжем 8 таких вот щупалец. Начальных, можно сказать, да, только начало нашего вязания щупалец. Провязываем так по кругу. Должно получиться 8. Так, провязали последнюю щупальцу. И провязываем дальше до первой. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. В 6-й у нас, как видели, первый у нас было первое щупальце. Теперь мы сразу начинаем вязать без воздушных петель по цепочке с этой стороны. Мы с этой стороны с вами провязывали, да, обратно, когда вязали. Теперь с этой стороны у нас остались долечки. Вяжем столбики без накида по цепочке. 13 столбиков без накида по цепочке. Именно захватывать я советую именно за долечку, не за серединку. Вот чтобы бывает это удобно, так хватает, да, но у нас будет просто дырочка. Я думаю, не стоит лишний раз делать вот такие вот промежутки, дырки. Лучше браться и вязать за долечку, за вторую долечку, а серединка у нас останется лежать посерединке и как бы вот прикрывать пространство. Итак, вяжем 13 столбиков по цепочке. Провязали, дошли до верхушки. Тут у нас, как помните, были 3 столбика в одну петелечку связаны. И вот теперь мы делаем 3 прибавки подряд. 3 прибавки подряд. 1, 2 и 3 прибавка. И дальше по цепочке вниз мы провязываем 13 столбиков без накида. Провязали 13 столбиков по цепочке. И дальше вяжем уже по низу 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Дошли до щупальца. Потому что с шестого столбика у нас вязались воздушные петли, как вы помните, да? Поэтому мы провязываем 5 столбиков и сразу начинаем вязать по цепочке 13 столбиков без накида. Провязали 13 столбиков. Теперь мы провязываем 3 прибавки подряд. 1 прибавка, 2 прибавка и 3 прибавка. И дальше спускаемся по щупальцам вниз. 13 столбиков без накида. Провязали. Теперь мы вяжем 5 столбиков без накида по нижней части. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше опять по цепочке поднимаемся вверх и вяжем 13 столбиков без накида, 3 прибавки подряд и 13 столбиков без накида спускаемся вниз. И так мы вяжем по кругу, обвязывая все наши щупальца. Итак, смотрите, как только мы обвязали последнюю щупальцу и нам надо подойти к первой, мы первую сначала обвязали, провязали все и последние щупальца. Теперь у нас между щупальцами вязка будет выглядеть так. После последней обвязанной щупальцы мы вяжем так. Провязали 13 столбиков по цепочке вниз. Теперь пропускаем первый столбик по низу, который у нас вязка, да, тут у нас 5 столбиков.
Первый пропускаем и начиная со второй мы провяжем 3 столбика без накида. 3. И сразу приступаем к вязке, пропуская перед этим здесь тоже 1 столбик, приступаем к вязке щупальца. То есть получается, что мы по одному столбику пропускаем вот здесь, в начале и в конце, провязав 3 столбика. И начинаем вязать щупальца. Вяжем 13 столбиков без накида. Провязали 13. Теперь вяжем столбик и прибавка, повторяем 3 раза. Столбик и прибавка 1, столбик, прибавка 2, столбик, прибавка 3. И спускаемся вниз по щупальце 13 столбиков без накида. Провязав 13 столбиков, опять же мы пропускаем первый столбик и начиная со второго столбика мы провязываем 3 столбика без накида. 2, 3. И также мы, пропуская столбик 1, сразу начинаем щупальца. С тех петелек, которые у нас расположены на щупальцах. Вяжем 13 столбиков без накида. Дальше мы провязываем столбик и прибавка, повторяем 3 раза и провязываем 13 столбиков. Провязали 13 столбиков и опять пропускаем первый столбик и со следующего вяжем 3 столбика без накида. 3. Пропустили столбик и сразу начинаем вязать щупальца. Вот находим первый столбик у нас на щупальцах, а этот, который внизу, мы пропускаем последний. И так мы провязываем все щупальца. Обвязываем. Итак, обвязали последнюю щупальцу. Теперь, пропуская 1 столбик, мы провяжем 1 столбик, потому что у нас тут 3 столбика после предыдущего ряда осталось. Вот, и мы должны провязать здесь только 1 столбик. Получается, здесь пропускаем 1 столбик, и с этой стороны, пропуская 1 столбик, мы сразу начинаем вязать щупальцу. Это щупальца у нас первая. И вяжем по первой щупальце опять. Начинаем вязать с первой щупальцы 13 столбиков без накида. Провязали 13 столбиков. Теперь мы вяжем 2 столбика и прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. Это вторая прибавка и 1, 2, прибавка, третья. И провязываем 13 столбиков без накида. Провязали 13 столбиков. И вот смотрите, да, у нас тут 3 столбика провязанных внизу. Пропускаем первый столбик. Во второй провязываем столбик без накида. Пропускаем третий столбик. И сразу приступаем к вязанию щупальца. Вяжем 13 столбиков. И так мы обвязываем этот ряд. То есть здесь у нас посерединке 1 столбик получается, пропускается по краям. И сразу приступаем к щупальцам. Обвязали последнюю щупальцу, провязали 13 столбиков. И делаем соединительный столбик. И отрезаем ниточку. Отрезаем ниточку. Ой, знаете как, мы будем этой ниточкой обвязывать щупальца, связывать 2 такие детальки вместе. Поэтому примерно отрезаем. Но там, если не хватит, добавим, ничего страшного. Отрезаем примерно длинный хвостик. Ну, чтобы удобно было, конечно, сшивать, чтобы он сильно не длинный был. Потом, если что, добавим. И провязываем вторую такую же детальку из того цвета, который вы выбрали. Аналогично этой детальке вяжем вторую. Провязали.
Теперь вставляем глазки. Отсчитываем 11 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ряд. Вот. Так как у нас тут столбики с накидом, тут можно между столбиками вставить. Вставляем в 11 ряду между столбиками глаз. И отсчитываем также 11 столбиков в сторону. Вот, но перед тем, как вставить, да, вот берете этот столбик первый и считайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вставляем второй глаз. Вот на таком расстоянии глазки. Итак, я предлагаю сделать одно личико веселым. Оно по-любому должно быть одно веселым. Вот, а второе не злым, а грустным. Можно, конечно, если хотите сделать его злым, но я предлагаю сделать его грустным. Для этого просто нам надо изменить немного глазки. И ротик, естественно, сразу поменяет мимику лица. Улыбочка делается, значит, вот, отсчитали от глаза одного 2 столбика, ввели сюда. Но я вам покажу, как делается сейчас другой ротик. Он делается аналогично, только в виде улыбки. Просто на расстоянии, каком сейчас объясню. 2 столбика с одной стороны, 2 столбика с другой стороны. И на ряд ниже посерединке. Вот на таком расстоянии улыбочка. Значит, давайте сейчас мы сделаем с вами грустное лицо. Итак, я беру ниточку, отрезала такой вот небольшой длины, ввожу снизу. Значит, вот я сделала уже один глазик. Где-то посерединке глазика вывожу иголочку. Сейчас я ее пока просто так выведу. Тут поправлю. Значит, так как у нас столбики с накидом, они у нас расстояние большое между столбиками, поэтому вводить буду я в столбик, чтобы держалась ниточка. Вот. Здесь оставим хвостик небольшой. Вот, посерединке глаза вывели ниточку. Здесь даже можно чуть-чуть в сторону. Вот сюда. Опять же в столбик, чтобы никуда не делось. И вниз. Итак, значит, я даже не посерединке, видите, я один глаз сделала так, а второй теперь надо под него подстраивать. Первый глаз легче делать. Итак, вывели ниточку чуть в сторону, не посередине. Теперь вводим ее вот в этот ряд. Вот у нас ряд, вот он, ножки столбиков. Чтобы за ножки столбиков ниточка держалась. Между столбиком ввела. Теперь вывожу. Теперь я должна вот здесь пару раз пройтись, чтобы закрыть этот глаз. Да и обратно. Ну вот, что-то подобное получилось. Ниточки здесь мы связываем между собой и отрезаем лишний хвостик. Теперь ротик. Отрезаем ниточку, иголочку вставляем. Теперь смотрите, значит, ротик мы располагать будем вот на вот этом вот ряду. Вот, отсчитываем 2 столбика с этой стороны. Вот и снизу можно ввести. Вот, так как он у нас будет располагаться тут, значит, нижний уголочек рта будет у нас вот здесь. Рот у нас вот на вот этом ряду вот так вот будет располагаться. Вот вывели сюда. Вот. Теперь отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. И вводим сюда. 5 столбиков отсчитали, ввели сюда же, с этой стороны опять. Но выводим посередине наверх. Вывели. Теперь захватываем ниточку иголочкой и вот так вот фиксируем. Вот такой вот ротик сделали. Ввели сюда же.
теперь и вывели в уголок опять. Вывели в уголок. Теперь сделаем еще один раз так. Вводим сюда, выводим посерединке иголочку. Опять же ниточку подцепили и стянули. Делаем вот так вот, именно потому что нитка тонкая, чтобы чуть-чуть был заметен ротик. Именно такой вот 2 слоя получается. Теперь вводим, еще раз сюда, выводим сюда и будем сильно не стягиваем, так немножечко, чтобы прижалось. Теперь вот эти 2 ниточки, иголочку под ними пропускаем и вот так вот пройдемся по ним, чтобы их вместе соединить и плюс создать выпуклость. Выпуклый такой ротик будет немножко, но он как бы будет хорошо заметен на этой пряже тоже, так как чтобы не совсем уж туда ниточка спряталась. Вот вывели, как видите, в угол. Когда дошли до серединки, вывели в угол и опять с этого угла идем к серединке. Вот таким вот образом. Можно сделать просто одну такую стяжечку, вот как мы сделали первый раз, и все. Можно и на этом остановиться. Здесь уже, смотрите, на свой, опять же, в любой игрушке можно где-то что-то делать свое. Если вам не нравится, как вам показывают, делайте по-своему. Все. Здесь мы связываем. Сильно не стягиваем, чтобы там у нас не испортилось ничего. Делаем 2-3 узелка. Два-три узелка, ниточку отрезаем так, чуть-чуть оставляем. Теперь вот такой вот ротик получился. Значит, улыбка и грустный. Я же говорю, вы, если что, можете сделать злого, если хотите. Вот то же самое, что мы сделали здесь ниточками, вы сделаете просто ровно. Над глазиком прикроете его так. Если у вас есть готовый глаз вот тут вот срезанный, он уже сразу будет имитировать такого вот злой взгляд получается. Далее. Нам надо теперь эти 2 части вместе сшить. Можно их сшить вот так, чтобы личики были на одной стороне. Можно их сшить так, чтобы одно лицо было там, другое там. Это уже не важно, как вы будете их пришивать. Здесь уже, я думаю, не обязательно их там как-то одинаково, четко пришивать, чтобы лицо было над лицом. Не обязательно. Теперь наша ниточка, вот, которую мы оставили, этой ниточкой мы будем сшивать щупальца. Но перед тем, как шить щупальца, нам надо сшить, вот, если вы помните наш ряд, тот, который был у нас последний убавок. Вот за этот ряд именно, последний. Вот если вы присмотритесь, у нас был последний ряд с убавками, а потом один ряд с прибавками. Вот между этими рядами, за вот это вот, за ножки их или за верхушки предыдущего ряда с убавками, мы должны пришить друг с другом вот эти вот 2 игрушки, 2 детальки. И пришивать нам надо каким-нибудь таким цветом, который не будет ни здесь заметен, ни здесь. Поэтому я предлагаю мулине либо белого, либо бежевого такого цвета. Белый цвет, не знаю, на зеленом будет заметен. Мы сейчас проверим. Итак, я присоединила мулине. Я разъединила его, оставила только 3 ниточки. Из 5 ниточек состоит. Оставила 3 ниточки, чтобы чуть-чуть потоньше было, чтобы немного хотя бы пряталось. И вывела вот под ножкой ряда с прибавками. Вот сюда. Столбик, верхушку получается вот этого последнего ряда убавки. Верхушку столбика. Вот. Теперь прикладываю. Вот. Можете, еще раз говорю, можете вот так вот лицо напротив лица. Можете вот именно вот так вот пришивать. Это уже, я думаю, что не играет особо роли.
в этой игрушке. Вот. Я, наверное, сделаю так, чтобы когда глазки будут туда опускаться, чтобы глазки не над глазками, чтобы не мешали они друг другу. Глазки. Вот именно вот так буду пришивать. Значит, смотрите. Вывели, значит, мы иголку сюда. И просто вот берем за ножки, вводим сюда. Здесь главное, чтобы у нас все ровненько совпало, чтобы ниточки, вернее, столбики наши были напротив столбиков, которые будем вводить. Значит, я сориентируюсь, вот у меня прибавка, я найду в этом ряду с этой стороны прибавку и выведу вот к этому столбику. Значит, вот она прибавка моя, да? Вот прибавка. И вот с этой стороны одинарный столбик с этой стороны. Значит, здесь я найду прибавку и с этой стороны одинарный столбик. Выведу в него, а дальше уже пойдет как надо. Вот. Теперь ввожу сюда в прибавку. Здесь тоже у меня она должна выйти под прибавкой, этот столбик. Вот. Ну, как видите, незаметен этот цвет, поэтому этим цветом и будем пришивать. И все вот так под каждый столбик. Главное, чтобы у нас все совпадало, чтобы ровненько все пришилось. Итак, и все. И пришиваем так по кругу. Вот, прошили. Ниточку, естественно, ну вы знаете, да, просто фиксируем вот с этой стороны. Она у нас останется внутри, ее прятать как бы нет смысла. Она у нас спрячется здесь, когда будем мы прошивать уже сами щупальца. Вот, значит, сейчас зафиксируем. Сильно длинную отрезала, думала, мне не хватит. Все, значит, смотрите, теперь иголочку, вдели иголочку в нитку, которую мы оставили. Я оставила зеленую, вы можете оставить из другого цвета здесь, я думаю, не обязательно, потому что мы будем пришивать за, так, где она у меня, вот, за задние стеночки петелек, вот, пришивать. Вводим сюда, где у нас тут соединительный столбик, ну, находим заднюю, переднюю получается с этой стороны, задняя с этой стороны. Вот, присоединились. Теперь смотрите, просто проходимся тоже, чтобы столбик в столбик, чтобы нигде не съехали наши эти рисунки, наши столбики не съехали, чтобы напротив каждого столбика, потому что они провязаны одинаково, будем прошиваться. Параллельно будем сюда добавлять синтепон, чтобы они держали форму. Сейчас давайте пройдемся вот до серединки. Вот, значит, находим здесь на щупальцах первый столбик, который именно на щупальцах, потому что здесь у нас посерединке вышла ниточка, как помните, да? Вот первый столбик на щупальцах. Вводим иголочку к задней стеночке петли и находим с этой стороны первый столбик на щупальцах и выводим к ней. Вот за одну долечку хватаемся внутренней части. Вот и все. И так дальше уже пойдут столбик над столбиком получится. Прошиваем доверху. Так, прошиваем до низу немножечко, до серединки, чтобы синтепон, который мы будем сейчас вставлять, держался. Я говорила, до верхушки лучше спуститься немножко. И начинаем вставлять синтепон. Много не вставляйте. Просто такую вот плоскую форму, чтобы это создать щупальцем. Но в тот же момент, чтобы они не падали, а держались, так как ниточка не плотная. Вот. И у нас синтепон будет вот тут вот тоже лежать. Не только в щупальцах, но еще немного вот здесь. Вот. И дальше продолжаем сшивать. И параллельно
добавлять синтепон. Вот чтобы вот типа такого что-то получилось. Такой вот формы плоской. И все и так по кругу шьем. Столбик в столбик. Главное. Ну вот. Такой вот осьминог у нас получился. Значит, с этой стороны он у нас веселый. Когда мы выворачиваем, то у нас он будет грустный. Но дело в том, что то, что я о чем и говорила, эти глазки, все-таки ножки мешают. Вот такой вот осьминог получается. Значит, вот эти вот ножки на этих вот зеленого цвета, да, вот они здесь у меня расположены, и они вот они выпирают. Поэтому лучше все-таки их сломать перед тем, как дальше вязать. Когда прицепились, сломать, ножки эти отломить. Но я это сделаю. Вот, либо все-таки связать. Вязать можно осьминога еще из плюшевой пряжи. Он будет более такой вот, голова будет более такая поплотнее, нежели с такой. Можно вязать голову и столбиками без накида. Ну, в общем, идея такая. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Вяжите с удовольствием.